Колумбия католическая страна, поэтому Рождество здесь самый важный праздник в году, даже более важный, чем Новый год. В этом выпуске давайте посмотрим с другой стороны на то, как празднуют Рождество и Новый год практически на экваторе в тропической стране, какие есть особенности, ритуалы, еда, традиции. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления для того, чтобы видеть еще больше интересных видео с этой страны. Поехали! Богота в декабре сходит с ума. На улицах ужасные пробки, потому что все пытаются доехать, купить подарки, съездить по делам, которые оставили на конец года. Все гудят, происходит какое-то сумасшествие. За этим достаточно забавно наблюдать, но, если честно, немножко чувствуется уровень стресса в обществе и вообще в окружении. Так как погода в декабре менее дождливая, все-таки более солнечная, немножко более тепло, все стараются выехать куда-то на рождественские ярмарки, которые открываются в городе, просто погулять, ездить в кафе и, конечно, да, закупиться подарками именно к рождественской ночи. Это обязательно для всех людей, потому что подарками обмениваются на Рождество. Также, конечно, декабрь хороший повод устраивать вечеринки, предрождественские празднования, поэтому особенно в выходные дни, пятница вечер, суббота вечер, звучит громкая музыка из многих квартир, что, конечно, мешает спать, если ты не участвуешь в этом всем. А так как окна в колумбийских квартирах достаточно тонкие и не защищают от звука, то, конечно, общий уровень стресса повышается, и ты сам пытаешься доделать миллион дел, дедлайнов, закончить проекты, тоже пытаешься съездить, купить все подарки, встретиться с друзьями, завершить год. В всем этом хаосе город, конечно, приобретает совершенно другие очертания. Многие районы украшают невероятным количеством рождественских огней, елок, звезд, в парках стоит неимоверное количество. Так как здесь нету зимы, для меня уже третий год непривычно смотреть на снеговиков под пальмами, Дедов Морозов в тропических цветах, оленей на ярко-ярко зеленой траве. Есть что-то в этом завораживающее, необычное для нашего восприятия. Начинается этот марафон рождественских праздников 7 декабря с Dia de las Velitas, День свечек. В эту ночь люди зажигают свечи и бумажные фонарики в честь Девы Марии и ее непорочного зачатия. В религиозных семьях также принято 8 декабря поднимать в течение дня белый флаг с изображением Девы Марии. Но по большей части это очень хороший повод для семей собраться снова вместе, и в городе можно увидеть очень много людей, которые зажигают свечи в парках, у себя на балконах, на террасах, просто на улицах, возле входа в их парадные, в общем, везде, где их только можно увидеть. И действительно очень красиво выглядит. Открываются тоже разные ярмарки, торговые центры, кафе, рестораны, магазины работают дольше обычного и иногда даже перекрывают дороги для того, чтобы сделать их пешеходными допоздна, чтобы люди гуляли по городу. По традиции при зажигании свечи загадывают желание, и важно проследить, чтобы она догорела до конца и не потухла. Тогда твое желание сбудется. Украшать город начинают еще в ноябре месяце. К 7 декабря, к этому празднику уже практически все украшено. Начинаются разнообразные ярмарки и празднования. И для многих после 25 декабря рождественская пора заканчивается, и они убирают уже все украшения, весь декор, елки из дома. Но многие все равно продолжают праздновать и 31 декабря. Любой повод отпраздновать он хорош. И многие после семейных ужинов и обмена подарками стараются уезжать за город в более теплые регионы страны и улетают куда-нибудь на Карибское море. Это период самых длинных школьных каникул, и в основном для колумбийцев, по крайней мере, рождественские каникулы — это самый длинный отпуск, это так называемое местное лето в нашем понимании, то есть они не ждут лета, чтобы взять отпуск и поехать на море. Здесь это можно сделать, в принципе, круглый год, но как раз декабрь совпадает с тем, что все в стране уходят в отпускной сезон, школьные каникулы и улетают на моря. В стране есть очень много возможностей для путешествий, несколько разных микроклиматов, зон, можно улететь и в теплую местность, и в более прохладную, насладиться хайкингом в горах, улететь в амазонские леса. Хотя очень многие колумбийцы, у которых много денег, стараются почему-то улетать все-таки за границу. Не так много
людей путешествует по стране настолько, насколько есть этот потенциал у страны. Но вернемся к рождественской теме, и очень важной частью празднования Рождества в Колумбии является новена. Это такая 9-дневная религиозная церемония, которая длится с 16 по 24 декабря. Каждую ночь новены семья, друзья собираются вместе, в религиозных семьях молятся, поют так называемые колядки по-нашему, в сопровождении каких-нибудь музыкальных инструментов, маракасов. На моем опыте старшее поколение даже знает новены на память, знает, что когда говорить, в какой момент. Еще есть такая там книжечка, передается по кругу, все зачитывают какой-нибудь небольшой параграф, подпевают после этого. Вот, очень веселый процесс. После новены все садятся ужинать и подаются к столу типичные рождественские блюда. Каждая семья готовит что-то свое. Из Америки пришла традиция готовить утку, ну или готовят традиционную колумбийскую еду. Главное, чтобы были бунюэло. Это такие идеально круглые творожные пончики, которые обжариваются в масле, и они действительно имеют идеально круглую форму. Также подают натиджа. Это десерт из заварного крема с кукурузной муки и тростникового сахара. Также едят эмпанады, пьют горячий шоколад. Подарками все обмениваются в основном тоже именно на Рождество. Полночь, по моему опыту, это происходит больше в семейном кругу. Все друг другу дарят подарки, то есть они лежат под елкой, кто-то один вызывается как бы раздавать их, берет каждый подарок и зачитывает, что этот подарок от мамы папе или от дяди к племяннику, и все как бы ждут, когда человек развернет этот подарок, все пообнимаются, и так продолжается, пока все подарки не будут распределены. После рождественской трапезы многие пойдут на массовую церковную ночную службу, ну а многие просто останутся в кругу семьи. Кстати, детям в Колумбии подарки приносит не Санта-Клаус, а Ниньо Диос, то бишь Дитя Бога. То есть Ниньо Диос или Ниньо Хисус — это символ детства Иисуса. Ну и детям говорят, что он ходит в каждый дом и передает им подарки, запрошенные в их письмах. Ну, конечно, через родителей. Как бы, да. Но тут нету такого, чтобы вот ты ложился после празднования спать, под елкой ничего нету, а утром ты просыпаешься, у тебя подарки под елкой, и ты такой: о, Дед Мороз мне их принес. Нет, здесь как бы все достаточно более прямолинейно в этом смысле. Ну вот детям рассказывают такую историю, а взрослые просто напрямую обмениваются подарками. И, конечно, на этом рождественские празднования на самом деле не заканчиваются. И период после рождественской ночи есть еще пару праздников и традиций. 28 декабря, например, здесь празднуют так называемый день Dia de los Santos Inocentes, памятным случаем в честь библейской резни детей, совершенной царем Иродом. Это может показаться мрачным, но неудивительно, что колумбийцы используют это как день для того, чтобы, хотя, возможно, удивительно, для того, чтобы повеселиться, и это, по сути, такая аналогия нашего 1 апреля к День дурака. И, конечно же, 31 декабря, празднование Нового года. В большей части мира, наверное, все стараются нарядиться, выпивают, празднуют, устраивают салюты. В Колумбии очень много творчества вложено в этот день и очень много ритуалов и традиций. От съедания 12 виноградин в полночь до набивания карманов чечевицей, беготни с чемоданом вокруг дома. Для иностранцев на самом деле забавное зрелище. Я не знаю, насколько это распространено в Боготе или в других городах Колумбии. Прям массово я такого не видела. Все-таки освещу все традиции, многие из них могут показаться вам забавными. При этом оговорюсь, что так как Рождество более важный праздник здесь, то ночь с 31 на 1 многие колумбийцы проведут в кругу семьи в достаточно спокойном режиме. Первая традиция — съесть 12 виноградин в новогоднюю ночь. По идее, эта традиция пришла из Испании. Идея заключается в том, что в 12-секундный отсчет до Нового года нужно успеть положить в рот одну виноградинку в секунду, при этом как бы загадывая желание. Кажется, это просто сделать, на самом деле нет. В основном
потом это просто превращается в веселье посмотреть, у кого больше рот, кто может больше набить туда виноградин, потому что они действительно обычно очень большие. Но здесь в Колумбии даже продают очищенные от кожуры и семечек виноградинки для вот самых матерых конкурсантов. Вторая традиция — это то, что когда пробьет 12, первый шаг нужно обязательно сделать с правой ноги. Идея в том, чтобы начать год с правильной ноги, да, с хорошей ноги. И тут главное действительно не забыть об этом, потому что когда ты пьешь местную агвардиенте, обнимаешься со всеми родственниками, вспомнить об этом бывает сложновато. В стране с очень развитым сельским хозяйством важной древней традицией является украшение стола пшеницей. В идеале иметь 12, я так поняла, сортов пшеницы. Но в городах это не очень распространено, это более важно для сельской местности, где это считается важным знаком для хорошего бизнеса в следующем году. К Новому году в Колумбии украшают не только дом. Для того, чтобы иметь 365 дней удачи и любви в Новом году, обязательно в новогоднюю ночь необходимо надеть новые желтые трусы. Показывать их не обязательно, ты просто должен знать, что ты их надел, и у тебя будет удача, любовь, и все будет замечательно в Новом году. Некоторые даже предполагают, что для максимального эффекта необходимо до полуночи надеть брюки задом наперед, а после полуночи перевернуть их в обратную сторону. И, кстати, да, брюки должны быть новые. Еще одна традиция — положить чечевицу в карманы. Говорят, что это идет из каких-то кулинарных традиций из Европы. Я не нашла точных данных. Для вот ощущения благополучия и так далее почему-то выбрали чечевицу и почему-то набивают ее карманы как можно больше. И это еще вдвойне забавнее, если после этого ты попробуешь побежать с чемоданом вокруг дома. Итак, вы прибрались в доме, набили карманы чечевицей, надели все необходимое нижнее белье, штаны и так далее, положили пшеницу на стол, сделали шаг с правой ноги, съели виноград, очень важно. А дальше, для того, чтобы ваш весь год состоял из 12 месяцев путешествий и приключений, возьмите чемодан и тащите его по улице. Он может быть и пустой, и наполненный, в зависимости от вашего ажиотажа. Прогулка должна составлять полный круг вашей улицы. Если вам, конечно, не хочется этого делать, просто выгляните из балкона и посмотрите на всех подвыпивших людей, таскающих свои чемоданы. На самом деле, я только один раз праздновала именно новогоднюю ночь в Боготе, поэтому я не могу сказать, видела ли я такое или нет. Там, где я была, вида на улице особо не было. Ну и самая менее бессмысленная традиция здесь есть. В новогоднюю ночь у тебя в руке или в кармане должны быть наличные деньги на благополучный год. Очень советую, в любом случае, почему бы и нет. Что вы думаете по этому поводу? Напишите мне в комментариях, какие традиции показались вам особо забавными, а какие, возможно, вы уже знали, пробовали и где-то встречали, и даже сами им исследуете. Из-за климата и социально-экономических факторов на примере Колумбии можно увидеть, насколько это время для многих становится более стрессовым, потому что здесь сходятся сразу и Рождество, как очень-очень важный праздник, это с детства тебя учат, что вот ты должен в это время быть с семьей, подарки нужно открывать именно в полночь, вокруг этого всего очень много разных традиций, которым все стараются следовать, ажиотаж с покупкой подарков, с приготовлениями, с мыслями о том, что я устал, я просто хочу отдохнуть, а тебе вот нужно, действительно вводит людей в стресс. И за счет большой разницы между бедностью и богатством очень многие люди, для них это еще более стрессовое время, потому что они не всегда могут купить подарки, и как бы ты вот под конец года приходишь с этим ощущением, что, возможно, ты ненавидишь Рождество даже. Тебе даже не хочется его праздновать, а давление общества очень сильное, и ты как бы должен. У многих внутри возникает диссонанс между желаниями, ощущениями и потребностями, необходимостью. Даже вот с детства, через разные сказки и мультфильмы и так далее, тебе начинают рассказывать, что если ты не любишь Рождество, то ты как бы плохой герой. И многие, ощущая это давление, все равно стараются быть в потоке, быть со всеми, быть в социуме, иначе ты вроде какой-то не такой. Но самым классным моментом в этих всех праздниках это или 25 декабря после рождественской ночи, или 1 января, когда везде тишина. Все успокоились, все накупили, все праздновали, завершили этот годовой дедлайн и могут наконец-то отдохнуть. И это волшебное время. На улице очень мало людей, намного меньше машин, никто никуда не спешит, никто не гудит. Погода прекрасная, можно пойти в парк, посидеть на зеленой травке, съесть мороженое в конце декабря, и можно насладиться жизнью в ее размеренном темпе без попытки успеть все и везде.
Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Напишите мне обязательно в комментариях ваши впечатления. Давайте наблюдать за жизнью с другой стороны вместе, какой бы она ни была. И да, с Новым годом, с Рождеством! Встретимся в 2022.